Глава 230. Будь у них сейчас огромная каменная статуя селяня, они бы перемахнули ров в несколько шагов. Но изваяние осталось подавлять озлобленных духов в императорской столице, а 3 горных чудища обернулись мечом, и лучше им все-таки оставаться там. «Сань-Лан, твои бабочки смогут перенести нас на ту сторону, лава слишком горячая, боюсь, они долетят до середины и сгорят». Не слишком приятная картина — на полпути упасть с высоты прямо в поток лавы. Однако Хуачен добавил, впрочем, есть уже протаренный путь. Остальные проследили за направлением его взгляда, и селянь вскоре произнес, откуда среди лавы человек, совершенно точно, он не мог ошибиться. Только что принц заметил среди лавы мертвенно-бледную руку, протянутую в небо. Приглядевшись, Муцин подтвердил, и в самом деле. Да еще и не один, по меньшей мере несколько сотен. На поверхности лавовой реки виднелось немало тел и голов, некоторые кружились в завихряющихся потоках лавы, некоторые даже плыли против течения. Их тела отличались странным белым цветом, лица казались размытыми пятнами. Это были неживые люди. Селянь догадался, пустые сосуды из столицы Уюна принесло сюда потоками лавы. При должном мастерстве нетрудно будет перебраться через реку, перепрыгивая по пустым сосудам, как по камням. Правда, духи погибших и без того ужасно мучаются в кипящей лаве, а если по ним еще и кто-то потопчется, участь незавидная. Впрочем, сейчас не было иного выхода. Муцин вызвался идти первым, выбрал нужное направление, несколько прыжков, и он уже пересек ров и стоит на том берегу, оглядываясь на них. Селянь обратился к советнику, «Давайте я сначала перенесу вас». Все-таки советник не являлся ни богом войны, ни даже простым мастером боевых искусств, поэтому его придется нести. Наставник кивнул и направился к принцу, но Хуачен остановил, «ГГ, позволь мне». Селянь, разумеется, согласился, «Хорошо». Хуачен, приблизившись к советнику, взял того под руку, словно человека преклонных лет, и произнес, «Прошу, почтеннейший, следуйте со мной. Не забывайте смотреть под ноги». Обернувшись и увидев рядом не селяня, советник нахмурился, «А почему именно ты, селянь?» Не зная, как быть, тихо кашлянул и пояснил, «Сань-Лан искренне попросил перенести вас через ров, и я позволил ему взять на себя этот труд». Что за беспричинная любезность, Хуачен же, улыбаясь во весь рот, ответил, «Я или ГГ, разницы ведь нет никакой. К тому же, я вас очень уважаю и, разумеется, не против оказать вам услугу, ведь мне это совсем не трудно». Советник, помолчав, сказал, «Если в самом деле меня уважаешь, убери эту улыбку с лица. Уж чересчур фальшивая». Хуачен сразу перестал улыбаться, только согласно хмыкнул. Затем без лишних слов подхватил советника, шух-шух-шух, и переместился на противоположный берег. Он передвигался поразительно быстро, так что советник еще ничего не успел понять, как оказался возле Муцина, и потому потрясенно застыл. Но пустые сосуды, которых касался сапог Хуачена, даже не заметили, что на них наступили, посмотрели вверх, но, ничего не увидев, лишь озадаченно почесали затылки и продолжили плыть в потоке лавы. Наконец, придя в себя, советник, бросив взгляд на Хуачена, дал такую оценку, «Недурно». Селянь же подумал, «Вы слишком строги, разве можно подобное мастерство оценить лишь словом «недурно»?» Принц покачал головой и выкрикнул, «Я тоже направляюсь к вам». Хуачен развернулся. «ГГ, оставайся на месте, я вернусь за тобой». Но действия селяня оказались быстрее слов. Принц уже находился в полете, и вот, наступив на живот одному пустому сосуду, плывущему кверху лицом, успел почувствовать, как твердое тело под ним слегка просело, но тут же вновь взмыл в воздух, коснувшись носком сапога макушки следующего пустого сосуда. Так, наступив 5-6 раз, принц оказался на середине пылающего рва. Но к его неожиданности, когда селянь вновь собрался взлететь, его потянуло вниз, и он едва не потерял равновесие. Благодаря молниеносной реакции селяню удалось устоять, а посмотрев вниз, он увидел у себя под ногами пустой сосуд, который схватил принца за сапог. В мыслях селяня пронеслось, вот беда, снова она.
снова его дрянная удача. Остальные пересекли ров без каких-либо происшествий, и только принц, как назло, столкнулся с вредным пустым сосудом, который вцепился ему в лодыжку, не давая взлететь. Пустые сосуды всплывали на поверхность лавовой реки потому, что были полыми внутри, но при этом не выдерживали слишком большого веса. От исходящего снизу жара Селянь весь покрылся потом, а угол его рукава даже загорелся. И если так пойдет дальше, он либо вместе со своим островком погрузится в лаву, либо пламя охватит его целиком. В момент смертельной опасности Селянь проявил находчивость. Жайо, вылетев с его руки, притянула ближе другой пустой сосуд, плывущий в 3 чжанах от принца. Поставив ногу на спину этого сосуда, Селянь перенес на него половину своего веса, таким образом увеличив плавучесть обоих сосудов и гарантировав, что они потонут не сразу. Поскольку положение сложилось критическое, Селяню все же пришлось вынуть Фансинь и отрубить схватившую его за сапог руку. Только принц наконец собрался взлететь, как рядом с ним оказался красный силуэт. «Саньлан, все уже в порядке, тебе не следовало приходить на помощь». Хуачен еще издалека нанес удар, которым вдребезги разбил пустой сосуд, схвативший Селяня, и теперь ответил: «Доберемся до берега, об остальном потом». Они вместе оказались на берегу, и Селянь, хлопками потушив загоревшийся рукав, произнес: «Прости, что заставил тебя волноваться. Это моя вина. Прежде чем перебраться на этот берег, я должен был сказать тебе, чтобы ты меня подождал. Я бы вернулся за тобой». «Ладно, ладно, хватит», — вмешался советник. «Его высочество не настолько хрупкий, справился бы и без тебя, зачем за ним возвращаться? Идемте. Сюда». Перебравшись через ров, они прошли еще немного и добрались до императорского дворца Уюна. Половина здания оказалась погребена под землей, поэтому им пришлось идти по склону, ведущему глубоко вниз. Стоило покинуть поверхность земли, и горячий воздух вокруг постепенно остыл. Подземный дворец пустовал, и даже самый тихий звук отзывался в нем гулким эхом. Они зажгли пламя на ладони, чтобы осветить окружение. Дворец долгое время оставался запечатанным, но по-прежнему мог назваться роскошным. В свете пламени заблестело множество золотых узоров, стали видны расписные колонны и резные балки. Вот только здесь не было ни души, в воздухе чувствовалось дыхание смерти, словно в огромном древнем склепе. «Его высочество вырос в этом дворце», — поведал советник. «Он в самом деле направился сюда?» — спросил Му Цин. «А ты как думаешь?» «Здесь его магические силы достигают пика. Всем сохранять бдительность». Неожиданно Селянь кое-что заметил. Серебристый глаз на рукояти эмина, что висел на поясе Хуачена, принялся бешено вращаться, необычно взволнованный. Хуачен, однако, остался холодно сосредоточенным, не обращая на саблю никакого внимания. Селянь не удержался и погладил эмина, и тот, наконец, немного успокоился. Хуачен же, опустив взгляд и увидев руку принца на рукояти сабли, мягко улыбнулся и словно собирался что-то сказать, но тут из темного угла дворца вдруг послышалось хихиканье. Голос принадлежал мужчине средних лет, в нем звучали хитрость и коварство, будто он не замышлял ничего хорошего. У Селяня вмиг по спине пробежали мурашки. Кроме того, ему уже приходилось слышать этот смех. Так смеялся дух нерожденного. Му Цин выкрикнул: «Вон там!» С его ладони сорвался сгусток пламени, озаривший пространство над ними, где высоко под крышей дворца словно геккон прилипла к стене бледная тварь. Это и был дух нерожденного. Длинным алым языком тварь облизывала собственную спину, будто сама себя щекотала. Увидев летящий в него сгусток пламени, дух хихикнул и выплюнул в Му Цина что-то бесформенное, похожее на переваренную пищу. Му Цин с отвращением увернулся, а советник, посмотрев на выплюнутое месиво, затем на существо над ними, с трудом принимая реальность, спросил: «Это действительно сын того негодника, Фэн Синя?» Селянь второпях позвал: «Постой! Цацо! Тебя ведь зовут Цацо». Услышав свое имя, дух застыл и оглянулся на принца. «Цацо», — продолжил Селянь, — «мы пришли найти твоего отца».
Ты знаешь, где он?» Только услышав «твоего отца», дух мрачно усмехнулся и, пользуясь всеми 4 конечностями, куда-то уполз. Селянь выкрикнул «Цацо!». Скорее, за ним остальные зажгли пламя на ладони ярче, чтобы найти беглеца. Муцин вдруг воскликнул «Сюда, куда?» Переспросил Селянь. Я видел, как он побежал туда. Муцин указал на длинный, узкий и темный коридор, ведущий куда-то в сторону. Даже не зная, куда он ведет, нетрудно догадаться, что на другом конце нет ничего хорошего. Хуачен вдруг спросил: «Ты правда видел, как он туда побежал?» Муцин, должно быть, почувствовал, что его заподозрили во лжи, поэтому несколько раздраженно ответил: «Какой мне смысл вас обманывать?» Хуачен лишь хохотнул в ответ, без тени эмоций, но все же не слишком дружелюбно. Нашли время ссориться, вмешался советник. Не стоит проходить мимо подозрительных мест, не помешает осмотреться. Коридор оказался довольно узким. Когда-то, вероятно, он был намного шире, но потом, словно от давления с 2 сторон, превратился в проход, по которому можно идти только поодиночке. Муцин, будто охваченный негодованием из-за прозвучавшего в голосе Хуачена подозрения, пошел первым. Хуачен, разумеется, вознамерился войти следующим, но принц заметил, что глаз Эмина на его поясе вновь бешено вращается, и в его душе что-то дрогнуло. Селянь потянул Хуачена к себе за спину. «В чем дело?» — удивился тот. Селянь, тихо кашлянув, объяснил: «Я же сказал, что буду тебя защищать. Иди за мной». Хуачен едва заметно улыбнулся. Они вчетвером двинулись вперед по длинному коридору. И чем дальше шли, тем неуютнее чувствовал себя Селянь. Принц всегда обладал крайне чувствительной интуицией по отношению к опасности. И то, от чего ему становилось неуютно, ожидало прямо впереди. «Советник», — позвал Селянь, — «вы помните, куда вел этот коридор? Почему чем дальше мы идем, тем сильнее я ощущаю очень тяжелую ци убийства? К тому же не живую, а практически ледяную». И с приближением к ее источнику нервы принца натягивались все туже. Вот только советник так и не ответил ему. Сердце Селяня громко стукнуло, он позвал вновь, повысив голос. Советник, ответа по-прежнему не последовало. Селянь рывком развернулся и понял, что в какой-то момент коридор за его спиной опустел, а раньше принц не заметил этого потому, что огни, которые зажгли Хуачен и советник, так и остались висеть в воздухе, тихо следуя за ним и освещая путь уже исчезнувшим хозяевам. Муцин обернулся следом и поразился: а где собиратель цветов под кровавым дождем? Селянь, не говоря ни слова, повернул назад. Муцин схватил его за руку. «Ты куда? Мы скоро будем на месте». «Ты что, правда считаешь, что они просто вернулись?» Помолчав, Селянь ответил: «Нет. Хуачен ни за что на свете не ушел бы, не предупредив принца, и потому случившееся пугало еще сильнее». Селянь вдруг вспомнил об одной вещице, которую на его теле оставил Хуачен, и в торопях поднес ладонь к лицу. Увидев на 3-м пальце красную нить, по-прежнему яркую и отчетливую, Селянь наконец вздохнул спокойно. Это означало, что с Хуаченом все в порядке. Но стоило принцу подумать о той единице, которую выбросил Хуачен перед приходом сюда, и его брови вновь напряглись сильнее. Муцин же сказал ему: «Почти уверен, что если ты сейчас повернешь назад, не найдешь их. Лучше пойдем дальше, посмотрим, что там такое. Ведь если вернемся и никого не обнаружим, придется опять идти сюда, к чему тратить время зря». Селянь только хотел ответить, но неожиданно задержал дыхание, затем прошептал: «ТСС». «Слушай». «Что за звуки?» Муцин тоже сосредоточенно прислушался. Это было тихое дыхание мужчины. И оно раздавалось впереди, настороженные до предела, незаметно сжимая рукоять каждой своего оружия, они вдвоем направились на звук. А когда вышли наконец из коридора, оказались в другом зале. Муцин осторожно принялся обыскивать зал, а Селянь, щелкнув пальцами, запустил вперед небольшой огонек, который немедля осветил лежащую на полу фигуру. Принц узнал этого человека со спины и подбежал к нему. Фэн Синь. Перевернув человека, Селянь действительно увидел Фэн Синя,
обожженного и израненного. Впрочем, жизнь того явно находилась вне опасности. Принцу несколькими хлопками едва удалось привести Фэн Синя в чувство. Очнувшись, тот сперва выругался, затем, разглядев перед собой селяня, осекся и воскликнул: «Ваше Высочество!» «Что ты здесь делаешь?» — селянь выдохнул и сказал: «Может, сначала ты поведаешь мне, здесь, это где?» Фэн Синь сел, огляделся по сторонам и задал тот же вопрос: «Где это мы?» Как и думал принц, Фэн Синь тоже не знает ответа, спрашивать его бесполезно. Покачав головой, селянь протянул ему руку: «Поднимайся. Тебя мы нашли, теперь нужно искать Саньлана. Ты про собирателя цветов под кровавым дождем». Удивился Фэн Синь. «Что с ним?» «Он не с тобой, дело обстоит так. Мы вместе», однако Фэн Синь, внезапно вскинув ладонь, перебил его: «Постой. Кто это за твоей спиной?» Селянь обернулся, увидев неподвижную фигуру в темноте, и ответил: «Это же Му Цин». А что, зрачки Фэн Синя мгновенно сузились, он выкрикнул: «Скорее хватай его!»